Всем привет, вы смотрите обзоры на канале Попробуй Сам, ну а сегодня поговорим о портативной зарядной станции от компании EcoFlow River Pro 2. Погнали! Ну, для начала нужно проставить все точки над «и». Несмотря на то, что у меня есть высшее техническое образование по сварке и сварочному производству, я на секундочку дипломированный инженер, и это как бы должно подразумевать то, что я разбираюсь во всяких там электрических цепях, амперметрах, амперочасов, киловатт-часов, напряжения, сопротивления. К сожалению, это не так. Поэтому лично для меня, что River 2 Pro, что Powerbank от Xiaomi, это одно и то же. Это может заряжать мой телефон, и это может также заряжать мой телефон. Но все-таки некоторые отличия я здесь вижу. И первое, что бросается в глаза, это, конечно же, внешний вид, в том числе дизайн, какие-то вот циферки здесь бегают, количество разъемов для зарядки, они, во-первых, разные, во-вторых, их много, в-третьих, это размер, и четвертое, это вес. И начнем, наверное, с веса. Весит эта штуковина 8 килограмм. Поэтому, если вы захотите носить ее с собой, приготовьте, что ваша спина будет молить о пощаде. Либо это должно быть как в той серии про Ералаш. Куда сорвался? Батарейки возьми для часов. Но такой вес должен быть чем-то обусловлен. А обусловлен он емкостью. Так, например, вот этот Powerbank от Xiaomi может зарядить ваш либо мой телефон, от 2 до 3 раз до 100%. В то время как EcoFlow River 2 Pro зарядит ваш либо мой телефон от 50 до 80 раз. Опять же, зависит от вашей модели телефона, от емкости его аккумулятора. Помимо емкости, у этих двух зарядных устройств есть еще одно важное отличие. Это внутренность самих батарейных элементов. Так, например, в зарядной станции от EcoFlow сейчас внутри находятся литий-железно-фосфатные аккумуляторы, что бы это ни значило, которые позволяют вам зарядить от 0 до 100% всю эту станцию более 3000 раз без потери емкости. То есть 3000 раз подряд, даже немножко больше, вы можете разрядить и зарядить станцию полностью. И не будет никакой просадки. После 3000 уже возможно будет просадка, но не больше, чем на 20%. Это называется деградация элементов, то есть банок, называйте как хотите. Так вот, EcoFlow River 2 Pro гарантирует вам, что как минимум 10 лет, если вы будете раз в день разряжать и заряжать эту станцию, 10 лет у вас не будет никакой деградации батареи, а может даже и больше. Ну а дальше все на поверхности. У нас здесь присутствует небольшой экран, который нам показывает, во-первых, процент заряда, который у вас остался, в данном случае 67%. Показывает, например, какое сейчас напряжение поступает, либо какое-то потребляется. Так, например, если я сейчас подключу к зарядке свой мобильный телефон через Type-C, мы увидим, что у нас пошла разрядка. Здесь написано output 15 Вт. И здесь поменяется цифра на 46 часов. То есть 31 уже, видите, меньше. То есть при заряде в 67% и потреблении 15 Вт данная EcoFlow проработает 31 час. Если честно, это немножко сложно воспринять для меня, потому что мне такими цифрами оперировать не очень удобно. Я бы хотел знать, то есть сколько раз я могу зарядить свой телефон. Например, было бы классно, если бы я подключал к EcoFlow свой мобильный телефон, он бы по проводу видел емкость моей батареи в моем телефоне, и здесь бы выводил не 31 час работы, а сколько раз я еще могу зарядить свой телефон. Но, наверное, это было бы очень сложно, потому что по проводу передать такую информацию для каждого телефона проблематично, а не только телефоны можно заряжать, я заряжаю там, да все подряд могу заряжать, даже маленький Powerbank, если это я беру с собой в поездку, то есть, это сложно выполнимо. Поэтому он показывает потребление и сколько часов он сможет проработать при условии, что вот такой вот заряд 67% и потребление 15 Вт. Следующий момент, который сразу бросается в глаза, это количество разъемов под зарядку. Например, в этом Powerbank всего лишь один выход под зарядку, это USB типа А, обычная USB. USB mini используется здесь для зарядки, то есть это out
выходное, это input. Но есть у меня еще более обновленный Powerbank, тоже от Xiaomi, только у меня там уже 2 выхода под USB, зарядка идет либо через мини-USB, либо через Type-C. Ну, как вы можете видеть, у EcoFlow проблем с разъемами нет вообще. Здесь у вас и целый блок USB портов, то есть это 3 USB-A, которые могут заряжать сразу 3 каких-то ваших девайса параллельно без потери напряжения, и один USB-C на 100 Вт, это быстрая зарядка. При этом через него можно и подзаряжать саму станцию, то есть если эти 3 обычных разъема это отдача напряжения, то через USB-C можно и отдавать, и заряжать. Розетки под 220 вольт. Это вообще очень круто, что у нас здесь есть вот такая вот кнопочка, которая включает нам сразу все эти разъемы, и тогда они могут работать. Кстати, многие, кто не знает, как пользоваться, иногда просто вставляют, не дают напряжения и говорят, блин, почему она не работает, электричества нет. Я вот был в поездке, и один чувак, который пользуется, типа, почему не заряжает? Потому что есть вот эта кнопка, которую вы нажимаете, он включается, начинает гудеть. Вы можете слышать. И происходит зарядка. Опять же, повторюсь, можно использовать сразу 3 разъема. Это очень удобно. Если вы еще с собой возьмете какой-нибудь сетевой фильтр, короче, прям как дома. Все можно использовать. Дальше, что у нас еще есть? Здесь вот есть такой разъем для прикуривателя. Например, если вы куда-то едете и у вас что-либо заряжается от прикуривателя, допустим, блин, ну вот как вы знаете, у дронов DJI есть зарядка от машины. То есть вы вставляете зарядку от прикуривателя и заряжаете свои батарейки для дрона. То же самое, если у вас вдруг под рукой только такое зарядное, без проблем вставляете и заряжаете. Дальше, что у нас есть сзади? Если у этого пауэрбанка, в принципе, больше-то и ничего и нет. Здесь у нас есть разъем под обычную зарядку 220-240. А вот этот вот разъем более интересный, потому что в комплекте вы можете прикупить сразу солнечные батареи, которые будете подключать вот к этому разъему и заряжать вашу станцию прямо на улице. Просто чтобы вы понимали, для примера, если вы вдруг выйдете с EcoFlow и солнечными батареями куда-нибудь на природу, у вас будет там солнце целый день, не будет никакого пасмурного дождя и так далее, вы просто раскидываете батареи, подключаете к EcoFlow, и в принципе, если у вас не сильное там энергопотребление, там вы не будете электрочайник включать, а просто заряжать там телефон, какая-нибудь колонка будет работать, то вот эта вот циферка в 67% может даже не измениться. То есть, если солнца действительно много, батареи новые и все сложится хорошо, то она просто не будет садиться. Это, кстати, очень круто. Максимальный пик, который она может отдать, это 1600 ватт. Короче, 1,6 киловатта. Опять же, для многих эти цифры ничего не значат, поэтому я вам скажу, как есть. Обычный электрочайник от Xiaomi, эта малышка тянет без проблем. Скажу больше, от нее я запитывал всю свою систему компьютерную, 2 монитора, компьютер, мышка, клавиатура, то есть и еще подъемный стол, все, что вот есть здесь, работало от нее, и на 100% ее хватало, ну, где-то на, по-моему, 2-3 часа, при том, что я дал нагрузку на видеокарту максимальную, у меня, напомню, 3080, я включил фурмак, чтобы максимальная загрузка была видеокарты. Короче, в максимальном пике потребления эта малышка дает мне посидеть с моим рабочим местом 2-3 часа. Что она не потащит? Она не потащит, скорее всего, такие штуки, которые потребляют больше энергии. Например, у меня есть электрогриль, который в максимальном пике требует 2 киловатта мощности. И, к сожалению, River 2 Pro это уже не потащит. Но если вам нужны такие мощности, вы всегда можете посмотреть какую-то станцию зарядную побольше и помощнее. Слава богу, у EcoFlow линейка очень обширная. Еще один момент, который хочется озвучить, это то, что у этой зарядной станции, как и у всех линейки EcoFlow, есть свое мобильное приложение, которое нам позволяет удаленно смотреть статус нашей станции, сколько там осталось заряда, на сколько процентов она заряжена, либо разряжена. Вот здесь она показывает 67%, видно потребление, вход-выход сейчас опять же на нуле. Давайте включим мой телефон, чтобы видеть, что что-то меняется, секундочку. Итак, пошла зарядка, вот мы видим график здесь меняется, то, что есть потребление, 15 ватт-часов, можем, наверное, что-то поменять.
X-Boost — это система максимальной ток отдачи, о том, что я вам рассказывал, типа 1600 ватт, 1,6 киловатта можно отдать, либо же можно выключить и будет постоянно там не больше киловатта. И на этом презентацию данной зарядной станции я и закончу. Опять же, повторюсь, если вы хотите более подробно, вы можете зайти на сайт по ссылке, почитать характеристики, либо я сейчас выведу самые основные информационные показатели, которые, возможно, вам понадобятся. Но лично я, как обыватель, меня это мало всего интересует. Меня интересует, когда я вот выбираю себе Powerbank, это размер его, да, то есть как он лежит в руке, удобно его, неудобно носить, сколько он весит, сколько раз он может зарядить мой тот или иной девайс, например, телефон 50-60 раз, мне это понятно, окей, там то, что он может отдать 220, то есть я могу не только телефон зарядить, но и чайник себе подогреть, опять же, это мне понятно, то есть я мыслю вот такими категориями. И дальше меня больше интересует вопрос цены, вопрос, сколько она мне прослужит и насколько она удобна. И вот об этих моментах я хотел бы поговорить. Лично я тестировал эту станцию двумя вариантами. Первое, я питал у себя все, что дома, все, что находил. Так я узнал, что она тянет мой чайник от Xiaomi электрический, без проблем я подключал, кипятил воду, окей. Так я узнал, что можно использовать его как источник бесперебойного питания, но опять же скорость переключения там мелковата, там 30 миллисекунд, поэтому если вдруг вы захотите поставить себе такую штуку в операционную, и от скорости переключения будет зависеть жизнь человека на операционном столе, я бы не рекомендовал. Есть системы понадежнее и побыстрее, но обычному обывателю для дома, в принципе, подключить холодильник, чтобы не разморозился где-нибудь в деревне, этого вполне будет достаточно, этой скорости переключения будет за глаза. Поэтому я сначала протестил у себя все дома. Да, посмотрел, работает, справляется, заряжает, светится, прикольно. И потом я решил протестить на то, насколько это действительно удобно в поездке. У меня было 10 дней съемок по Беларуси, я ездил на микроавтобусе с командой, я был оператором. У нас было 2 EcoFlow, я взял одну с собой, но оказалось, что главный оператор взял с собой большую, старшую версию вообще, и мы постоянно ими заряжались. В основном я заряжался от большой, она у меня лежала это с собой, но были несколько смен, когда мы выезжали с ночевкой. И вот тогда EcoFlow действительно оправдала себя. То есть, что мне нужно было заряжать? Мне нужно было заряжать там 5 аккумуляторов от своего дрона, пульта дрона, телефон и маленькие пауэрбанки для того, чтобы в походе, например, в Ельнин по болотам я, все с собой шел уже туда непосредственно заряженный, чтобы у меня не было никаких форс-мажоров. Мы приезжали, например, на точку. Во время поездки я, понятно, мог ее использовать, опять же повторюсь, но основная фишка была в том, что когда мы переезжали с ночевкой на какое-то место, я не знал, будет ли там достаточно зарядок, будет ли у меня достаточно времени, чтобы все это подключить, подзарядить. И я вот приехал, например, привожу, достаю, прихожу там в номер, там всего лишь, например, на 5 человек 4 розетки. Я такой, зато у меня все свое и есть на 220. Я спокойно ставил у себя на тумбочке, подключал сюда сразу все, что мне нужно. За ночь это все заряжалось, в принципе. И эта малышка с этим справилась без проблем. Опять же, для таких вот поездок это прям must have. Также для поездок на природу, возможно, для кого-то, там, в частный коттедж и так далее. Это действительно классная штука. Что мне не понравилось? Первое, это, конечно же, вес. Таскать ее с собой 8 килограмм не очень удобно. Так, например, мне нужно было пройти где-то километров 5 пешком от нашей базы до места съемки на болотах. И с собой ее, конечно же, не брал. Я взял обычные пауэрбанки, потому что таскать с собой 8 килограмм, такой себе. Да, перенести из комнаты в комнату окей, но брать с собой в поездку только если у вас есть машина. Да, есть станции поменьше и полегче, но мы сейчас говорим об этой. Лично для меня она чересчур тяжелая для тех моментов, которых я использовал. Второй момент — это то, как она шумит. Есть момент, что когда она работает, вот эти вот вентиляторы, которые охлаждают всю эту систему, они очень громкие. И в тот момент, когда я с ней ехал был в поездке, я ночевал, опять же, там в номере отеля, она стояла прямо у меня возле кровати. Это был ад, она очень сильно шумит, и как мне кажется, это, кстати, один из сильных минусов, потому что она шумит не только когда заряжается на максимальных токах из розетки, но и когда разряжается.
Итак, сейчас вы можете слышать, как звучит моя комната возле рабочего места, когда работает компьютер, когда я работаю при помощи мышки и когда я печатаю на клавиатуре. Ну, а сейчас все то же самое, только EcoFlow включилась и заряжается. Опять же, можете послушать, как это звучит. Я бы хотел, чтобы эта система была бесшумной, либо с минимальным количеством шума, но она шумит знатно. При этом мне непонятно, почему, когда я включаю режим 220, там, Эсион, у меня начинает почему-то фонить здесь. Вы можете услышать. Продолжает гудеть. То есть, ну, мне это еще ничего не заряжается, я просто включил напряжение на розетке. Вот эти моменты по шуму мне не очень понравились. Еще один момент — это вот то, из какого материала она сделана. Да, визуально все неплохо, да, пластик, но мне кажется, что лучше бы было, если бы весь этот материал был какой-то более прорезиненный, потому что здесь, ну вот, обычный пластик, если я ложу в свой телефон сюда, да, там под зарядку, чтобы было, ну, возможно, да, вот в моем чехле оно, во-первых, не сильно скользит и не царапается, но вот здесь у меня лежали батарейки во время поездки, я уже вижу обычные потертости. Типа, блин, а вы представляете, что будет с этой EcoFlow, если вы будете ее брать в поход, например, либо выезд на природу, где есть песок и всякие другие моменты, которые могут, ну, убрать этот лоск блестящего пластика. Поэтому лично мое мнение, пластик должны сделать получше, ну, как бы сказать, поустойчивее к внешним воздействиям, к физическим каким-то нагрузкам. И мне не хватило здесь прорезиненной поверхности, потому что во время поездки, когда мы едем по Беларуси, у нас не супер крутые дороги, особенно вот в нашем проекте, мы ехали на маршрутке, которая прыгала на ухабах, и когда вот эта штука стоит и прыгает, а на нем лежит, например, вот такая вот батарейка, она вот просто катается. Вы посмотрите, вот просто, как будто по льду. Пластик на пластик. Нет, это неудобно. Опять же, вы должны понимать, разработчики, где эта штука будет использоваться. Если как в рекламе в каком-то частном доме красивым, люксовым, да, окей, но люди в основном, как мне кажется, вот по моему примеру, где берут, мы использовали их на съемках, ставили, подключали проектор, например, в разрушенные церкви. Песок, камни, все это там сыпется, может упасть, поэтому вот этот пластик, лично мое мнение, категорически не подходит. Должно быть все супер защищено, супер вандалопрочная, должна быть верхняя часть прорезинена, потому что, опять же, сюда, на эту плоскую поверхность, просится что-то положить. Куда я вам закину свой телефон? Конечно же, если я буду заряжать от этой станции, то положу на нее. И опять же, хотелось бы, чтобы это все не скользило, а если это еще и в машине во время движения происходит, чтобы это все не улетало, а там, ну, было как-то придерживалось, примагничивалось. Еще один момент, который мне не очень понравился, но я знаю, что эта штука есть в другой версии EcoFlow, это нет беспроводной зарядки, опять же, вот сверху. Я бы хотел в покое, если там есть такая возможность, ничего не подключать при помощи провода, свой телефон положить просто сверху, и чтобы он потихонечку заряжался. Да, я понимаю, что такая зарядка будет не быстро, но мне бы такой вариант тоже подошел. Я не люблю с проводом возиться, иногда забываешь его просто в попыхах. Поэтому такой вариант мне тоже хотелось бы иметь. На этом, в принципе, я, наверное, и буду заканчивать. Что не понравилось лично мне? Во-первых, вес. Но это лично моя проблема. 8 килограмм мне таскать было тяжело. Лучше возить ее на машине, либо купить что-то подешевле, поменьше. Ну, мне дали такую, поэтому я протестил. 8 килограмм просто таскать на себе проблематично. Для меня вес — это в данной версии под мои запросы было перебор. Второй момент — шумная. Опять же, повторюсь, если вы берете ее в поход, какие-то поездки, то она, скорее всего, будет стоять возле вас, там, возле головы, либо рядышком, потому что в поездках места немного, а в палатках тем более. У вас не 5-комнатная, скорее всего, палатка, где в первой палатке в предбаннике будет стоять зарядка, а через 5 комнат вы будете в спальне спать. Нет, она будет стоять рядом, и она действительно будет шуметь, и это будет напрягать. Поэтому этот момент я действительно бы исправил. То есть она не должна так громко шуметь. Поставьте там другие вентиляторы больше, тише, лопасти поменьше. Не знаю. Следующий момент, что не понравилось, опять же напоминаю, это пластик. Вот этот вот здесь пластик, который не прорезиненный, который поцарапается, который
как будто просто производители думают: ой, наверное, мои потребители будут сидеть дома, в домах красивых, эта зарядная станция будет стоять на столе красиво, и мы всей семьей, когда будет перебой с электричеством, там, из-за тайфуна, мы будем сидеть и заряжаться. Нет, ни хрена подобного. Эти станции покупают чуваки, которые на них работают и для которых это удобство. То есть, опять же, на нашем примере мы приехали на съемки на руины церкви, в песок, в камни, которые падают сверху. Поставили не эту, правда, станцию, а побольше, подключили проектор, колонки, заряжали батарейки, ставили свет, все это снимали, и вот в таких вот условиях эта вот система используется. И вот этот вот пластик, он реально превращается просто в кашу, в царапины, в грязь, в пылище. Нет. Поэтому здесь должно быть все максимально вандалоустойчиво, никакого глянцевого пластика, резинку, везде резинку. Как минимум для того, чтобы, во-первых, это все визуально смотрелось поприятнее и подольше пожило, а во-вторых, чтобы ничего не скользило. Опять же, повторюсь, это вот ни в какие вот ворота. Все, на этом все. Пока.